Need for Speed бесспорно одна из самых известных франшиз в мире видеоигр. Настолько, что ее название уже давно стало практически нарицательным именем для гонок даже для тех, кто далек от гейминга. А если вы увидите на улице какой-нибудь Volkswagen Golf на выхлопе, виляющий по всей дороге с превышением километров на 40 в час, у вас в голове проскочит мысль формата «А не в Need for Speed ли он получил свои права?». Тем интереснее видеть, как у серии такого масштаба, который в следующем году стукнет аж целых 30 лет, в последнее время так плохо идут дела. Многие фанаты серии выделят какие-то свои общие фрустрации, но у каждого есть свои личные проблемы практически со всеми частями серии как минимум за последние лет 10. Но даже людям не настолько вовлеченным во франшизу будет очевидно, что перерыв длиной аж в целых 3 года между предыдущей частью NFS Heat и свежей Unbound означает кое-какие проблемы за кулисами, потому что такого большого промежутка между играми в серии не было никогда. Конечно, здесь не обошлось без некоторых, так сказать, не самых оптимальных решений со стороны Electronic Arts. Закрыть студию Ghost, поручить Need for Speed Criterion, только чтобы потом сразу же перевести ее на поддержку разработки Battlefield 2042. Но когда в октябре 2022 NFS Unbound наконец анонсировали, многие почувствовали, что эта длительная передышка была, мягко говоря, напрасной, и тот курс на восстановление своего доброго имени, который серия наконец взяла в хит, вновь утерян. Что ж, с вами на связи человек, который вырос на Need for Speed, который играл в каждую часть серии, начиная с Hot Pursuit 2 2002 года, кроме NFS Nitro, у меня не было Wii. Большинство из них прошел до конца, а некоторые со временем вообще затер до дыр. Что я думаю о Need for Speed Unbound? Я думаю, что это одна из лучших частей серии, и даже без оговорки за последнее время, а вообще. И хоть даже после релиза люди потеплели к этой игре чуть быстрее, чем хит из того, что я видел, но таких ожесточенных обсуждений тех или иных моментов игры я не наблюдал уже какое-то время. Мне много что есть сказать по этому поводу, но это целая отдельная важная тема, которую я затрону позже. Пока что стоит обсудить, что это вообще за игра такая, так что пристегивайтесь, остановок не... Ой, не то сказал. Мы приезжаем в Лейкшор-Сити, и приключений на свою задницу здесь найдется много. Главное слово, которое можно применить к Need for Speed Unbound, это риск. Она берет за основу главную фишку NFS Heat со сменой дня и ночи, влияющей на ваше продвижение вверх среди самых крутых стритрейсеров в округе, и переделывает ее практически полностью, выстраивая вокруг этого вообще всю прогрессию, сюжет и флоу самого процесса игры. Вы больше не можете при выезде из гаража выбрать, в какое время суток вы хотите колесить по улицам, и переключить день на ночь прямо посреди дороги тоже больше нельзя. И хоть да, из-за этого теряется возможность чередовать день и ночь по собственному желанию, но, во-первых, здесь в этом нет такой острой необходимости, а во-вторых, это приносит много своих позитивных изменений, которые дают Unbound ее суть. Замес такой: в начале игры нашего главного героя предает его или ее подруга, оставляя его с ничем, и теперь нам нужно принять участие в большом состязании под названием Гранд, чтобы восстановить справедливость в этом мире. Ну, на самом деле все не настолько драматично, и к сюжету я вернусь, но суть в том, как устроен сам Гранд. По субботам проходят большие квалификационные заезды, которых всего 3, и после них уже устраивается главная гонка, которая решает все. Фишка в том, что для Гранда вам нужно несколько машин разных классов, и каждая квалификация готовит вас к этому, заставляя вас каждый раз строить новые колеса. И на каждый билд вам дается неделя. 6 дней с воскресенья по пятницу вы выезжаете из гаража сначала днем, а затем ночью, чтобы участвовать в гонках и зарабатывать деньги, часть которых вы потом будете тратить на улучшение для своей машины, подготавливая ее к требованиям большого заезда в субботу, а другую часть будете хранить, чтобы заплатить большой взнос за участие в квалификациях, а затем и в Гранде. При этом каждая вылазка — это всегда риск или попасться в лапы полиции, или вообще потерять деньги. Каждая гонка обязательно повышает ваш уровень преследования, так что чем больше вы гоняете, тем больше вероятность напороться на мигалки, и тем агрессивнее они будут пытаться направить вас в участок, и тем больше проблем вы создаете себе же на ночную сессию, потому что внимание, которое вы привлекаете днем, сохраняется на ночь, а сбрасывается только на следующий день. Поэтому выбирать заезды приходится тактически, учитывая, насколько сильно они привлекут к вам копов. На решение может влиять даже география. В отличие от практически любой другой Need for Speed в открытом мире, здесь отдельные заезды не раскиданы по всей карте. Вместо них в Лейкшоре и его окрестностях есть несколько мест, где гонщики собираются на сходки, и на каждой локации есть свой набор гонок. И если копы вами очень интересуются, то вы подумаете дважды, прежде чем переться на сходку на другом конце карты, какими привлекательными бы ни выглядели призовые за местные гонки. Есть немаленькая вероятность, что вы туда можете просто не доехать и потерять все, что вы успели выиграть
выиграть за эту вылазку. Да даже хрен с ней с полицией. Помимо этого, перед вами каждый раз стоит вопрос, осилите ли вы вообще саму гонку. Почти каждый заезд требует некоторый взнос до участия, за немногочисленными исключениями, а выигрыш распределяется в зависимости от того, кто какое место занял. Может быть такое, что вы не отобьете взнос и потеряете деньги, придя в хвосте, а может вы займете первое место и заберете все. Особенно весело это в тех редких заездах, где приз забирает только победитель, а остальным не достается ничего. Здесь высокая плата за вход, но и выиграть вы можете очень серьезную сумму. И обычно я бы нагнетал такую драму, чтобы потом разбить ее о суровую реальность косяков игры, которые конфликтуют с такими ставками, не давая им работать. Но не в этом случае. А все потому, что у Need for Speed Unbound есть одно намеренное ограничение, которое работает в тандеме с общей структурой игры и теми препятствиями, которые вам приходится преодолевать на каждом метре асфальта. А именно, у вас есть ограниченное количество рестартов. В любой другой игре вы можете просто нажать паузу и запустить заезд заново, даже не задумываясь, если в гонке что-то пошло не так. Но только не здесь. Рестартов вам дается определенное количество на весь день, а не на конкретную гонку. Так что иногда вам придется мириться с тем, что теперь вы придете пятым из-за того, что не заметили вон тот грузовик и потеряете деньги. Заодно еще и стригерив полицию. Потому что вы можете рискнуть еще немного и начать еще один заезд в попытке отыграться, а рестарта сохранить на более критичные ситуации. И вам даже не обязательно собирать все грузовики, чтобы бороться с инстинктивным желанием начать заезд заново, потому что Unbound — это первая на моей памяти игра за очень долгое время, где ИИ действительно умеет водить и доставлять вам испытания. Я проходил игру на средней сложности, обычно я выбрал бы высокую, но количество рестартов привязывается к сложности, и на высокой их всего 2, а я себя знаю. Чаще всего я вожу хорошо, но если я начинаю лажать, то это прям катастрофа. И изначально я думал, что это будет еще проще, чем NFS Heat на высокой, где вы как за нефиг делать могли оторваться от соперников на 2 километра, а потом даже не пытаться объезжать препятствия и все равно приехать первым. Но я не мог ошибаться еще сильнее. Unbound вообще не такая. Здесь даже на средней сложности вам или будут дышать в спину, не позволяя совершать ошибок, или вообще будут обгонять даже под конец заезда, как бы чисто вы не вели свою машину. Ну, иногда, конечно, бывает такое, что вы уходите далеко вперед, но это редко. Я даже немного забегу вперед, сказав, что эта игра подсмотрела идею у Forza и ввела разделение машин на классы, помимо обычного рейтинга производительности, который уже стал привычным за последние несколько частей. И даже максимальный рейтинг в классе не спасет вас от необходимости защищать свою позицию на протяжении всего заезда. Наконец-то, в кои-то веки гоночная игра, где для победы от вас требуется что-то больше, чем просто удерживать нажатой педаль газа. Впервые за долгое время я на самом деле вжимаюсь в кресло от напряжения, потому что здесь в любой момент что-то может пойти не так. Вы можете врезаться в колонну и пропустить вперед всех соперников, которые только и ждали, когда вы совершите ошибку. И теперь вашей единственной мыслью становится догнать всех и финишировать хотя бы третьим, потому что тратить рестарты лишний раз очень не хочется. И даже после гонки вам ничего не стоит попасться на глаза полиции, и вот уже через 30 секунд у вас на хвосте сидят 2 бронированных F-150 Raptor, вертолет, 3 корвета и еще парочка маскированных Камара, у каждого из которых фраза «врезать вам в бочину как можно сильнее» стоит в графе «жизненное предназначение» с самого рождения. Вы можете потерять все в любой момент. Но если у вас таки получится выиграть много денег, а потом безопасно вернуться с ними в гараж своим ходом, то весь риск будет оправдан, и вы сможете дальше уверенно готовиться к гранду, не говоря уже о крайне мощном ощущении собственной крутости. При этом я хочу отдельно отметить баланс. Обычно же с ним бывает примерно так же, как, например, с интерфейсом. Его практически не замечаешь, если он хороший, но когда с ним есть проблемы, это прям бросается в глаза. В случае с Unbound баланс бросился мне в глаза именно из-за того, насколько он чертовски хорош. Я даже не только про экономику, а про баланс вообще всех игровых систем и механик между собой, включая и экономику тоже, да. При всех тех опасностях, которые поджидают вас за каждым поворотом, и при том, насколько рискованными выглядят ваши вылазки из того, как я их описал, игра не требует от вас ничего сверхъестественного. Она в курсе того, что она может быть сложной, поэтому она не имеет ничего против того, чтобы раз в какое-то время вы завершали гонки не на первом месте. Да, вы заработаете не так много, но хотя бы на что-то вам должно хватить. В крайнем случае вы можете денек пожить на дошираках, а потом таки поднапрячься и отыграться, выиграв на следующий день чуть больше, чем обычно. У меня при этом была обратная ситуация. Прочухав в самом начале все риски, с которыми мне придется сталкиваться, я стал бояться оказаться без денег и со слабой машиной, так что я стал практически на постоянной основе гонять чуть больше, чем необходимо. Со временем, благодаря этому, я даже немного разбогател, но разделение машин по классам и сложность не позволили мне чувствовать себя всесильным. Да, в S-классе у меня уже к середине недели были полностью прокачанные Mazda RX-8 и BMW M5, но ни юркость рыкса на поворотах, ни 740-сильный компрессорный V8 у M-ки, да, компрессорный, турбо для словаков, не давали мне нечестного преимущества. Они помогали, но, как
как бы я ни не хотел хвалиться, по большей части я выигрывал своим скиллом, и это охрененное чувство. Про это игра тоже знает, поэтому она дает вам насладиться своей обновленной физикой поведения машин. NFS Unbound подтверждает, что адресовывать претензии о том, как машины ездят движку Frostbite, было не самым верным решением. По большей части так и было задумано. Хит в свое время скорректировала физику так, чтобы поворачивать без дрифта вообще было хоть как-то возможно, и чтобы это хотя бы было не намного медленнее. Вышло в целом неплохо, хотя иногда без скольжения все же было не обойтись, да и отзывчивости временами не хватало, буквально самую малость. При этом оставались и другие проблемы, вроде коллизий или в целом слишком прощающие ошибки модели управления. Конечно, можно было потерять контроль над машиной, но для этого нужно было постараться. Unbound берет эту базу и совершенствует ее, казалось бы, совсем немного, но ощущения в итоге получаются фундаментально другие. Грип управления как раз стало заметно отзывчивее, быстрее, а главное стабильнее. Но что еще круче, теперь его использование поощряется наравне с дрифтом. За прохождение поворотов без заноса вам выдают нитро, так что теперь не нужно обязательно выпускать дым из-под колес, чтобы заполнить баллончик с закисью. А дрифт при этом стал сложнее, он гораздо сильнее замедляет машину, чем раньше, так что теперь вообще не факт, что пройти поворот в заносе будет быстрее, часто бывает вообще наоборот. А налажать отныне стало намного проще. Переборщите с газом, можете легко полностью потерять сцепление и машину развернет, невзирая на то, куда и насколько сильно у вас был повернут руль. Не будете постоянно регулировать направление, улетите в кусты. Причем привод теперь имеет еще большее значение. С задним приводом можно дать больше угла, но удерживать занос и вектор движения гораздо сложнее, особенно на низких скоростях, так что дрифт на горных серпантинах потребует от вас кое-каких усилий. Полный привод же ведет себя ощутимо стабильнее, но и угол меньше, и поворачиваемость хуже. И это была бы не Need for Speed, если бы в ней не было такой глупости, как передний приводный дрифт. И он здесь есть, и работает примерно так же, как полноприводный, только с еще меньшей поворачиваемостью. При этом, вне зависимости от того, построили ли вы машину под дрифт, грип или что-то среднее, она будет чувствовать себя в своем сетапе гораздо увереннее, чем раньше, при этом все равно проявляя свой характер. Например, если в хит я строил BMW M5 полностью под грип, но при поворотах под большим углом она все равно только так срывалась в занос даже со включенным трекшн контролем, то в Unbound она ведет себя гораздо более подобающей немецкому полноприводному трековому монстру, каким она является. Лишь ручник может всего на секунду-другую ослабить мертвую хватку, какой машина держится за дорогу, а если его не трогать, то М-ка просто определение стабильности и предсказуемости. А вот если взять что-то вроде Mitsubishi Eclipse, который здесь GSX, тоже полноприводный, то он уже не настолько беспощадно хватается за асфальт и иногда уже может соскользнуть, пусть и не сильно. Несмотря на повышенную отзывчивость в любом сетапе, машины стали ощущаться тяжелее, менее картонно, более монументально, и как следствие они стали гораздо адекватнее переваривать неровности и резкие перепады наклона дороги. Если раньше затяжной поворот с переходом из подъема в спуск был ночным кошмаром, потому что было сложно предсказать, как на него отреагируют ваши колеса, то теперь вам достаточно знать общий характер поведения и максимум ожидать чуть больше скольжения, чем обычно. Так что теперь не нужно жать тормоз в пол перед поворотом, который в идеале можно пройти лишь слегка отпустив газ. И даже старты с места теперь не так просты. Впервые со времен Аж Need for Speed Shift вам нужно удерживать обороты в оптимальном диапазоне, чтобы стартовать как надо, без пробуксовок или потери тяги. И разница между хорошим и плохим лончем очевидна даже на самых слабых пепелацах. Игра требует от вас гораздо большего понимания своей машины, и она дает вам все инструменты для того, чтобы ее прочувствовать. Помимо всего, о чем я уже рассказал, здесь есть еще и крышесносное ощущение скорости. Оно уже в хит было не шуточное, но в Unbound оно стало еще на уровень выше. К агрессивной смене угла обзора в зависимости от скорости и такому же большому диапазону движения камеры, как и раньше, добавляются еще и некоторые из этих новых противоречивых визуальных эффектов. Цветовые хвосты от фар, потоки турбулентности от спойлеров, частицы воздуха по краям экрана, а на самых высоких скоростях еще и виньетка добавляется. Благодаря всему этому 250 км в час ощущаются как все 400, а 360, будь то вас даже истребитель при всем желании не догонит. Помимо того, что это еще и помогает более правильно оценивать скорость при вхождении в поворот. Немного жаль, что интерфейс не плющится на скорости как раньше, но зато так он более читаемый, так что прощаю. А если вы играете на PlayStation 5, то вас ждет целый отдельный уровень симбиоза с автомобилем. Адаптивные курки реагируют на состояние машины, и, например, при смене передач педаль газа начинает как будто слегка сопротивляться на то мгновение, когда двигатель перестает подавать момент на колеса. А при дрифте газ и тормоз будут постепенно становиться все туже по мере того, как машина теряет сцепление, давая вам понять, что резкое изменение тяги сейчас сделает только хуже. Приотпустите газ и активнее работайте рулем, если не хотите потерять контроль. Это на самом деле очень сильно помогает лучше чувствовать машину, и я готов сказать, что нигде до этого я даже близко такого тактильного управления авто на геймпаде не встречал. Gran Turismo 7 наверняка делает что-то похожее, но в нее я еще не играл. И я уже молчу про вибрацию. Каждый сбитый конус отдается четким и резким стучанием,
рычанием. В больших столкновениях добавляется хруст, будто вы сами ломаете триплексное лобовое стекло, а выезд на бездорожье отдается постоянной грубой вибрации в ритме работы самой подвески, которая пытается переваривать неровности десятки раз в секунду. Дрифт, активация нитро — это вообще отдельная песня. Вы и ваша машина — это одно целое. Кстати, нитро в этой игре работает совсем не так, как в любой другой Need for Speed. После Heat нам вернули один большой баллон, который наполняется со временем и который можно использовать ровно столько, сколько вам нужно. Но к нему в дополнение упаковали дополнительный баллон с резким нитро, который наполняется за счет прыжков, поворотов в дрифте или без скольжения, обгонов, и он поделен на 3 секции, каждая ускоряет сильнее предыдущей. Использовать можно только полностью заполненные секции, и делать это нужно быстро, потому что после пары секунд неактивности нитро пропадает. И эта штука на самом деле очень мощная. Длится от силы 1 секунду, но за это время она может накинуть вам до 50 км в час скорости в зависимости от ситуации. Она прям мотивирует водить агрессивнее, но в то же время аккуратно, потому что если переборщить, то можно легко разбиться, а чем это чревато, вы уже знаете. А то, насколько круто со всем этим экшеном сочетается сама карта, это отдельный повод для похвалы. Мало того, что это самая большая локация в серии, включающая в том числе самый большой и внятный город со времен аж Most Wanted, прости господи, 2012 года, так она еще и самая насыщенная. И я даже не про всякие собирашки в виде надувных медвежат и билбордов и активности типа скоростных камер дрифт-зон, а про то, сколько всего постоянно происходит на самой дороге. Сам город подражает реальному Чикаго, а значит, он доверху усыпан перекрестками самых разных форм, внезапными кривыми или затяжными поворотами посреди общей угловатости, а вертикальности он уступает разве что только Сан-Франциско, имея в своем арсенале многоуровневые дороги и туннели, мосты, которые разводятся прямо перед вами, надземные линии метро, на которые вы тоже можете запрыгивать. Здесь есть куда применить свой талант вождения. Да и за городом тоже скучать не придется. К нам вернулись человеческие хайвеи с километровыми прямыми, где не нужно искать конкретные отрезки для того, чтобы 5 секунд провести на максималке. Горнолыжный курорт пусть летом и не особо кому нужен, но место, где он расположен, это одна из самых больших возвышенностей во всей серии, что означает очень много серпантинов на любой вкус, хоть с короткими и резкими поворотами для медленного дрифта, хоть более затяжные для экстремалов, которые не хотят отпускать газ. И все это в сопровождении безумно красивых видов и захватывающей панорамы с моста, висящего в 100 метрах над пропастью, и бесчисленных огней города, от красных бумажных фонарей в китайском квартале до световых инсталляций в парке. Лейкшор — это одна из самых красивых локаций в серии, на мой взгляд, и одна из самых визуально живых благодаря и технически высокой детализации, и достаточно плотному по меркам НФС трафику, и пешеходам, которые впервые в серии вышли на тротуары, гуляя там густыми толпами. Тем обиднее на самом деле, что пространство для использования самих машин стало меньше, чем даже в NFS Heat, в том плане, что видов гонок здесь стало ну совсем мало. Есть обычные дорожные заезды, кольцо, спринт, длинные заезды на выносливость и дуэли, и есть дрифт и тейковер, этакая джимхана для бедных. Все. Это все виды. Я не устану спрашивать, где прикольные разновидности асфальтовых заездов вроде скоростных состязаний, гонок на выбывании или чемпионатов, и почему про них все забыли сразу же, как закончились 2000-е. Дрэг-рейсинг все еще отсутствует. Гонки по бездорожью, к счастью, тоже удалили. И даже некоторые виды заездов, что здесь еще остались, тоже не без косяков. Отсутствие оффроуда хоть меня и радует, как факт, ибо ни в Payback, ни в Heat эти гонки не были особо хороши. Но это вызывает вопросы о надобности в этой игре внедорожников и оффроуд улучшений ходовой части. Какой смысл строить Range Rover Sport, Ford F-150 или Touareg Переросток, если их просто-напросто негде использовать? Гонок по бездорожью нет, а на асфальте эти машины ни на что не годятся. Они медленнее остальных и гораздо тяжелее, что плохо сказывается на управлении. Можно поспорить, что эти машины или оффроуд пакеты для нормальных авто помогут в полицейских погонях, потому что здесь, как и в Heat, можно косплеить Forza Horizon и ездить по пересеченной местности без каких-либо ограничений. Но этот аргумент разбивается о 3 факта. Во-первых, в отличие от Heat, здесь нельзя на лету менять конфигурацию машины, только настраивать уже построенный в гараже билд, так что менять трековые запчасти после гонки на оффроуд кит, чтобы убежать от копов, просто не выйдет. Во-вторых, даже полностью настроенный под асфальт заднеприводный GDM мобиль без проблем может ехать около 200 км в час по кукурузному полю, что не намного медленнее, чем билд для бездорожья. И в-третьих, копам абсолютно пофиг на дорожное покрытие. Даже если за вами гоняются только корветы и Камара, которые, как говорит игра, для бездорожья не предназначены, они все равно могут вас чуть ли не обгонять, пока вы едете
едете на пределе, так что убегать от полиции по проселкам на скорости просто бессмысленно. Гораздо эффективнее путать их на поворотах и развязках, или, если у вас совсем быстрая машина, топить в газ в пол на хайвее. С дрифтом проблема другая, его в игре просто слишком мало, а прикрутили его как будто вообще в последний момент. Отдельных трасс для дрифта здесь кот наплакал, но что еще более возмутительно, большинство из них вообще на бездорожье, чему я в принципе никакого здравого объяснения найти не могу. И нет, оффроуд кит даже здесь не нужен. Асфальтовые билды справляются с этим более чем уверенно. Играется это все равно приятно, но черт возьми, дрифт должен быть на асфальте, а не посреди гор песка и карьерных самосвалов. И как и в прошлых частях, здесь есть отдельные дрифт-зоны в открытом мире. Но они какого-то поршня теперь считают не очки, а общее расстояние заноса, что убивает весь интерес их проходить. Заезды Takeover же с самого их анонса привлекли мое внимание, как человека, который очень любит Джимхану в Dirt 3. И, пожалуй, они тоже неплохие, и они достаточно сильно отличаются от всего остального, что есть в игре, чтобы вносить разнообразие и разбавлять обычные гонки чем-то более развязным и веселым, но, как по мне, у них слишком простая суть. Ваша цель — набрать как можно больше очков, а делаете вы это, выполняя трюки, прыгая с трамплинов, сбивая всякие бочки с краской, проходя повороты в заносе и... в целом-то все. И это происходит на заданном маршруте, где вам нужно преодолеть 3 круга. И по большому счету, если вы будете сбивать много объектов и проходить повороты в заносе, удерживая множитель очков на месте, первое место вам практически гарантировано. Единственный вопрос, который этот режим перед вами ставит, какие предметы я снесу сейчас, а какие оставлю на второй и третий круг. Почему я как раз так люблю Джимхану в Dirt 3? Там перед вами есть просто большая площадка, немного разрушаемых объектов и разные рампы, уголки и прочие места, где вы можете дрифтить, прыгать, делать пончики и так далее. Главное, здесь нет заданного маршрута, и перемещаться по площадке, связывая трюки между собой, вы можете в любом порядке, в каком вам только заблагорассудится. Вы сами решаете, как будет выглядеть ваше выступление, и ваша позиция на подиуме зависит исключительно от этого. Вплоть до того, что вам даже зачисляют меньше очков, если вы много раз подряд выполняете один и тот же трюк. Вот это действительно классно. Я надеялся, что Takeover в NFS Unbound будет хотя бы чем-то похож на это, но увы. Эти заезды и так в целом приятные, но они быстро перестают быть интересными, когда вы вычисляете, как в них побеждать. При этом не сказать, что из-за всего этого игра становится какой-то скучной. Более однообразной, чем хотелось бы, да, но не скучной, потому что ей всегда есть что предложить. Например, она вернула гонки на время в стиле NFS Hot Pursuit 2010, где вам дают попробовать какую-то крутую новую тачку, к которой у вас пока что скорее всего нет доступа. Пересесть с чуть ли не стоковой Honda Civic в Lamborghini Aventador на пару минут, чтобы доставить его в нужное место, а потом с бешеного Polestar 1, к которому вы уже успели привыкнуть за несколько часов, за руль Subaru BRZ, настроенный под неторопливый дрифт. Контрасты такого уровня никогда не надоедают. Причем такую движуху вам предлагают и по ночам, с той лишь разницей, что соревнуетесь вы не с таймером, а с полицией, от которой вам нужно оторваться, а потом доставить машину в наилучшем состоянии. Этот концепт ломается о простую истину, что вы всегда можете заехать на заправку и починиться, заработав таким образом золото даже после ожесточенных баталий на хайвее, но сами ситуации, в которые вас ставят, все равно интересны. Удрать от преследования 4-го уровня на почти голом Chevy Colorado — это еще та задачка. А за рулем Bugatti Chiron просыпается простой спортивный интерес. Сколько раз вы сможете потерять хвост, не отклоняясь от самого короткого маршрута, раз машина настолько быстрая. Ну или предаться ностальгии, сев за руль одного уже набившего оскомину, но не менее крутого легендарного гоночного аппарата в знаменитой серебристо-синей раскраске, чей рев секвентальной коробки передач чуть ли не заглушает сам двигатель. Это весело. Или же иногда к нам за помощью обращаются некоторые гонщики, которых нужно подбросить до их гаража, избегая полиции, без каких-либо особых дополнительных условий. Это более спокойные активности, которые в основном проходят под легкую болтовню обо всяком с пассажиром дня, и в конце за вашу помощь они дают вам доступ к своим гаражам, увеличивая количество мест в городе, где вы можете спрятаться от копов. Тоже весьма неплохая смена темпа. И раз уж мы здесь, то, пожалуй, самое время поговорить о полиции. Хороши ли полицейские погони в этой игре? Короткий ответ – да. Длинный? В целом да, но есть кое-какие нюансы. По сравнению с Hit, полиция стала чуть проще в плане глубины самой системы, и это одновременно и хорошо, и плохо. Хорошо это потому, что элементов в этой системе меньше, и каждый из них можно отполировать гораздо лучше. Но плохо это потому, что отполировали не везде, а эти пробелы заполнить просто нечем. Как и раньше, у нас есть 5 уровней преследования, но работают они по-другому. Для начала набирается уровень преследования только после завершения гонок и только на
заранее определенное значение, и даже если вы ввяжетесь в погоню просто в открытом мире, то он никогда не будет увеличиваться. Больше того, если у вас изначально был нулевой уровень, то после завершения погони он вернется обратно на 0. Но с этим у меня проблем нет. Благодаря этому сохраняется тактический элемент выбора заездов и, соответственно, вся прогрессия в рамках одного дня. Другое дело, как работает каждый из этих уровней. На первом за вами достаточно лениво плетутся рядовые патрульные Dodge Charger с интеллектом хлебушка, скрыться от которых можно легко даже на самых базовых машинах, но это для серии, увы, не впервой. Даже Most Wanted от этого страдала. На втором уровне к ним добавляются примерно настолько же умные Ford Explorer, которые предположительно более эффективно могут преследовать вас по бездорожью, хотя лично я разницы не заметил. Ну и разбить их чуть тяжелее. На третьем же уровне полицейские выкатывают из гаражей Chevrolet Corvette, которые уже значительно быстрее, и они очень крепко сидят у вас на хвосте. Оторваться от них иногда бывает проблематично даже на машинах классов А+ и S. Четвертый уровень добавляет ко всей этой тусовке Chevrolet Camaro под прикрытием, главная фишка которых в том, что их не видит полицейский сканер, так что теперь вам придется втройне внимательнее смотреть на дорогу, чтобы на них не напороться. Убежать от них еще сложнее, а от них еще и уклоняться приходится больше, потому что они любят с вами бодаться. Еще эти ребята умеют ставить кордоны, иногда даже с шипами, и это не говоря уже о вертолетах, которые тоже прилетают на подмогу на этом уровне. Пятый же уровень выводит тяжелую артиллерию в лице колоссальных Ford F-150 Raptor, которые не только могут отобрать у вас половину запаса здоровья, едва один раз моргнув фарами, но они при этом просто неестественно быстрые. Даже на суперкарах от них очень тяжело оторваться. И пока вы на первых двух уровнях, полиция является скорее просто неудобством, которое нужно объезжать, чем реальным препятствием. На нее нет смысла тратить время. Но как только вы добираетесь до третьего, то начинается веселье. Копы сидят у вас на хвосте очень крепко, и стряхнуть их можно преимущественно или хаотично виляя по улицам, пытаясь уйти из поля зрения, или пытаясь использовать максимальную скорость своей машины, если она это позволяет. Разгон до 370 км в час полицейским дается не так просто. Дело усложняется тем, что обычно за вами гоняется больше машин, чем фит. В Unbound это совершенно обычное дело, когда на высоких уровнях вас преследует 6, 7, 8 машин и вертолет, тогда как раньше собрать больше 4 это уже был праздник. От такого количества преследователей оторваться сложнее. Вас отовсюду лучше видно и больше машин могут начать вас таранить, так что искать выходы из ситуации приходится активнее. В городе делать резкие поздние повороты чуть ли не на каждом перекрестке, на трассе прямо перед самыми развязками перестраиваться, меняя направление и оставляя парней в форме за бетонными ограждениями, а на бездорожье по максимуму использовать рельеф. В итоге получается очень неплохая игра в кошки-мышки. За собой я заметил, что для ухода от полиции я гораздо больше, чем в любой другой Need for Speed, налегаю на маневрирование, а не использование окружения, как с разрушаемыми объектами в Most Wanted и Carbon или трамплинами в Hit, тупую скорость, как в неправильный Most Wanted 2015 или той же Hit, или грубую силу, опять же Most Wanted и Carbon, ну и Payback, например. Это делает погони ощутимо динамичнее, раз принимать мгновенные решения приходится настолько часто, и от того же растет напряжение и, соответственно, облегчение, когда у вас все же получается удрать. Устраивать гладиаторские бои на дороге не лучшая идея, даже несмотря на то, что по сравнению с Hit у вас значительно уменьшилась вероятность уничтожить свою собственную машину. Здоровье у вас в целом примерно столько же, но урон считается более предсказуемо и реалистично, так что с каждым ударом вы свою машину слегка повреждаете, и чем мясистее полицейский, которого вы бьете, тем больше урона вы получаете сами. Больше нет такого, когда сначала вы кого-то бьете и не получаете урона, а со следующим ударом вам сносит треть шкалы здоровья. И даже заправки стали менее драконовскими. Ограничения на 3 ремонта за одну сессию больше нет, и вместо него есть кулдаун длиной в 3-4 минуты. Если вы аккуратны, то благодаря этому ваши вылазки могут быть гораздо более продолжительными, но и за период этого кулдауна может очень многое произойти. И при всем при этом у местной полиции есть одна важная проблема. Она очень назойливая и не очень умная. Просто для понимания, в Лейкшоре есть сразу 2 закрытых гоночных трассы, которые вы будете относительно часто посещать. И с точки зрения простой логики, у копов не должно возникать никаких вопросов к тому, что вы гоняете на гоночном треке и используете его по прямому назначению. Но с точки зрения полицейского департамента Лейкшора, вы и вся ваша свора преступники, так что их священный долг вломиться на трассу и начать преследовать вас всех. Гениально. И даже когда они начнут за вами гоняться, выдвинув против вас все свои лучшие единицы, единственное, в чем они хороши, это, собственно, само преследование. Они умеют сидеть у вас на хвосте и держать вас в поле зрения, иногда таранить вас, но другим тактикам они вообще не обучены. И в прямом смысле сотен раз, когда они выставляли против меня дорожные заграждения, в 90% случаев они почему-то это делали вообще не там, где нужно. То за поворотом, который находится не в направлении движения, то на другой стороне трассы, то вообще на другом уровне развязки. Если кордон все же сработает, это, скорее всего,
всего, случайность, так не было задумано. И даже в этом случае высока вероятность того, что полицейские сами влетят в свое же заграждение, давая вам идеальную возможность уйти. Если же у вас возникает ситуация, из-за которой приходится остановиться, то и здесь ответа от полиции не ждите. Они не умеют вас нормально окружать, ни при полной остановке, ни на низкой скорости. Они пытаются, но выходит у них так себе. Окно для уклонения у вас остается огромное, так что погоня будет продолжаться дальше, пока либо у вас не разобьется машина и вас арестуют, либо вы не застрянете в дорожном знаке и вас арестуют, об этом я еще расскажу позже, либо же вы таки не сбросите преследование. Но даже вне погонь мигалки не будут давать вам покоя, и чем выше уровень преследования, тем больше это начинает со временем бесить. Прикол в том, что их становится очень и очень много. Настолько, что порой даже 2 метра спокойно не проехать, не напоровшись на полицию. Немного легче ситуацию делает тот факт, что замечают вас копы не сразу. Им нужна секунда-другая на то, чтобы узнать вас, когда вы входите в их поле зрения. Так что у вас есть шанс или быстро проскочить мимо, или резко свернуть в сторону. Но чем круче преследователь, тем быстрее он вас замечает, так что здесь тоже есть свой предел. Особенно бесит вертолеты, которые могут патрулировать территорию, иногда даже в количестве 2 штук разом. Под конец игры я решил ситуацию, поставив на все свои машины мод, удваивающий время реакции полицейских, что значительно уменьшило вероятность ввязаться в погоню, когда я не хочу этого делать. Кстати, о модах. С машинами в Need for Speed Unbound можно делать очень много всего, хотя вы это, наверное, и так уже заметили. И да, выглядит это хозяйство очень похоже на Heat, а значит Payback, а значит 2015. И с одной стороны, да, количественной эволюции здесь произошло немного, как в плане количества вещей, которые вы можете модифицировать, так и в плане самого автопарка, который во многом повторяет NFS Heat. Но с другой, качество изменений, на мой взгляд, это компенсирует. Да, здесь, к сожалению, больше нет Audi и все еще нет Toyota, но вы только посмотрите, какой бешеный шутинг-брейк можно сделать из классического Dodge Charger. И это, в принципе, первая на моей памяти мейнстримовая гоночная игра, в которой вы можете просто взять и снять бампера с машины. Да, так можно делать не у всех, но тем не менее. Лучшая кастомизация в современных гонках стала еще лучше. Вы можете выбирать тонировку фар и окон и цвет тормозных колодок через полноценную цветовую палитру. Шины теперь по-настоящему брендированные. И если вы покупаете резину Falcon, то это больше не стандартная обувь Need for Speed с нарисованной надписью. Редактор деколей пусть механически и остался ровно таким же, как в 2015, но самих наклеек здесь стало намного больше даже по сравнению с Heat. И я впервые сам заморочился с созданием своей ливреи. Ну, как своей. Скорее, я срисовывал раскраску BMW M3 Рэя Кригера из Pro Street, но я все равно сделал ее сам, и это был очень затягивающий процесс. И здесь я возвращаюсь к своим словам о балансе. Из-за того, как в игре выстроена прогрессия, вам приходится много времени ездить на одной и той же машине и постепенно ее улучшать. Цены как на апгрейды железа, так и на стайлинг здесь не драконовские, но достаточно высокие, чтобы иногда заставить вас подумать, нужна ли вам эта покупка прямо сейчас или она может подождать. Вы на протяжении долгого времени строите свой автомобиль, улучшаете его и заботитесь о нем, и со временем привязываетесь. Когда один раз я вернулся в гараж, потеряв деньги, при этом буквально только что купив новую машину за много денег с целью начать ее строить, я чувствовал, будто совершил большую ошибку и стал смотреть, что из своей коллекции я могу продать. Пару призовых машин я скинул, да, но со своим стартовым Eclipse, в который я вложил столько времени, я расстаться так и не решился. Даже несмотря на то, что я им уже давно не пользовался, и даже для гонок в его классе я начал использовать EVO 9. В отличие от Heat, я даже ни разу ни у одной из своих машин не заменил двигатель. Отчасти потому, что для гранда нужны машины 4 классов, да, и некоторые тачки вам как раз не надо прокачивать до предела. Но отчасти еще и потому, что двигатель — это большая доля характера машины. В Need for Speed всегда были лучшие звуки двигателей в жанре, но Unbound выводит их на абсолютно новый уровень. У каждого мотора появился свой характерный суб-бас, который делает звук гораздо более масштабным. Диапазон громкости стал больше, что заставляет верховые движки звучать еще мощнее, когда они подбираются к красной зоне. А прострелы иногда могут быть в прямом смысле оглушающе громкими, особенно на двигателях с большим объемом.
3D-звуком на PS5 и хорошими наушниками это расцветает еще сильнее, и бензиноголовых вроде меня доводит чуть ли не до щенячьей радости. Все это части характера каждой машины, и отказываться от них просто не хочется. Unbound это чуть ли не первая Need for Speed после, я не побоюсь этого слова, Pro Street, где я могу так много времени с удовольствием проводить в гараже. Хотя казалось бы, после Heat поменялось не так много, а какие-то элементы, вроде улучшений самого железа, остались вообще ровно в том же виде. Единственное, здесь больше нельзя снимать улучшения с одних машин или двигателей, а потом ставить их на другие. Теперь все делается отдельно. Но те изменения, что здесь есть, придают вашей машине гораздо больше личности, а их характер, как следствие, придает личность самой игре. Я могу проводить часы в гараже, не только выбирая новые бампера, диски или размышляя, стоит ли мне сейчас потратить деньги на нагнетатель или на апгрейд самого гаража, чтобы получить доступ к деталям более высокого уровня, но и думая, дым какого оттенка мне больше нравится, и подбирая для своего персонажа одежду, которая сочетается с машиной. И здесь вот эта местами мультяшная стилизация раскрывается в полную силу. Лучшего сочетания с общим арт-дирекшеном игры, посвященному современной уличной культуре, просто нельзя представить. Граффити, яркие цвета, жирные штрихи, проснувшаяся заново любовь к анимации у людей в последние годы, спасибо Spider-Verse. И все это пропущено через призму стритрейсинга и всего, что с ним связано. Да это просто отлично. Даже логотип игры, который я поначалу не очень понял, жирно во всех смыслах намекает на то, что эта игра в том числе и про стиль. Да, в прошлых частях вы тоже могли менять цвет дыма из-под колес, но это был реалистичный крашеный дым в достаточно приглушенных цветах. Но это не работает с художественным направлением Unbound. Эта игра должна быть яркой, поэтому и дым у нас рисованный. Только так можно сделать яркие и насыщенные цвета, а чтобы окончательно донести видение, контрастные штрихи, подчеркивающие общую цветовую гамму и добавляющие объем. А раз уж мы так прикалываемся, почему бы не пририсовать машинам крылья, когда они взлетают в воздух, или обозначить их статус дополнительной графикой. Когда вы получаете нитро, рисованные частицы из-под колес дают вам об этом знать, отбирая необходимость смотреть на шкалу. Когда вы подбираете правильные обороты для идеального старта, машина обводится толстым контуром, а в момент запуска взрывается всеми эффектами. Помимо того, что это выглядит стильно, это помогает вам в геймплее, давая вам меньше отвлекаться на интерфейс. И нет, при вождении это дело не отвлекает. Эффектов здесь не настолько много, чтобы ежесекундно заполнять весь экран, и большинство из них находится на относительной периферии. С туннельным зрением, на которое вы переключаетесь при вождении, вы видите, что что-то по сторонам происходит, но вы в это не вглядываетесь, потому что нет ничего важнее дороги перед вами. Стилизованные персонажи на контрасте с самой реалистичной графикой в серии действительно поначалу выглядят немного странно, но к этому быстро привыкаешь, особенно с учетом того, что катсцен в игре совсем немного. И это позволяет гораздо лучше подчеркнуть весь стиль, которым игра фонтанирует через край, упрощая каждый элемент внешности от лица до одежды, забивая на все тщетные попытки в реализм и оставляя только самое главное, он выводит на первый план фактуру и суть, делая акцент на них. Волосы нарисованы схематично, но у них ярко выражена форма и цвет. На лицах нет морщин, пор и прорисовки каждого отдельного волоска на бровях, но это лишь дополнительно усиливает главные черты лица. Одежда выглядит просто, без сотен складок и текстуры ткани, но это делает ярче цвета, фасон и посадку. Концентрация на этих основах позволяет провернуть больше экспериментов, и даже несмотря на то, что многие элементы одежды здесь это буквально один и тот же предмет в разных цветах, выбора здесь все равно заметно больше, чем в NFS Heat, и этот выбор интереснее. В той игре я практически ни разу не трогал кастомизацию персонажа после того, как я его изначально создал, но здесь я уделял ей чуть ли не столько же времени, сколько и самим автомобилем, и хочется верить, что каждая моя комбинация персонажа с машиной действительно имела свой стиль и личность. Жаль только, что спецэффекты для машин применяются глобально, а не для каждого авто персонально, но это настолько простая мелочь, что ее можно легко исправить с первым же контентным обновлением, а судя по всему, оно когда-то все же случится. И эта личность — это то, чего у этой игры ни за что не отнять. Один беглый взгляд на экран, и вы сразу же знаете, что это именно Need for Speed Unbound. Очень немногие гонки в наше время могут похвастаться тем, что у них есть лицо. Когда на экране появится оригинальная Forza Horizon или Horizon 2, вы узнаете их сразу, а вот между 3, 4 и 5 частями отличия приходится искать под микроскопом. Даже NFS Heat со своим уклоном в неон большую часть времени не сильно отличалась от Payback, и если бы не стилизация, то эта же участь постигла бы и Unbound. Мне очень повезло писать этот текст именно тогда, когда я его пишу. Буквально вчера в моих подписках на YouTube из долгой спячки вышел Лукас Рейсовик, чувак, который просто мастерски рассказывает об играх, жанрах, явлениях, и который в свое время мне самому дал по-новому взглянуть на этот медиум и начать этот канал. Как и я, он большой фанат гоночных игр, и у него вышло видео обо всех вещах, что сейчас с жанром не так. И если вы хорошо понимаете английский на слух, то я настоятельно рекомендую посмотреть, и не только его, а вообще сам канал заценить. Он отметил одну важнейшую проблему, почему эти эффекты так сильно разделили сообщество, и, пожалуй, лучше него я и сам не скажу.
You know why Need for Speed Unbound's graffiti effects were controversial? Because it's the first racing game in years that doesn't look identical to everything else on the market. You seriously mean to tell me during the 2000s among Automodalisa, Burnout, Crazy Taxi, Midtown Madness, Outrun, F-Zero, XG3, R-Racing, and Kirby Air Ride that this would have been crossing the line? No. It's because now that all of those names are dead, and racing games have been selling us the same cars with the same tracks with the same promises that mean absolutely nothing, 2D smoke trails are like vegetables to a heroin addict. It'd been so long since a racing game had a truly unapologetic style and identity that it was a shock to people's systems. The reason casual players don't pay attention to racing games, aside from their generally middling production value, is because they can't tell the difference between them. And who can blame them? Why would anybody except the hardcore pay attention to spring dampeners, tire pressures, or weight transfer? All they see is a McLaren going around a racetrack they already drove 20 years ago with no coherence in racing disciplines, car culture, or even tone. Спасибо, Лукас. В мире, где гонок и так выходит уже не очень много, а те, что выходят, так похожи друг на друга, NFS Unbound — это действительно глоток свежего воздуха. Признаюсь, когда до ее анонса поползли первые слухи о том, что новая Need for Speed будет стилизована под аниме, меня тоже увело в отрицание, и я не понимал, зачем это все вообще. Но потом вышел первый трейлер и скриншоты, и я сразу понял, что именно хочет сделать Criterion Games. Даже тот первый трейлер был доверху наполнен стилем, каким бы ни было ваше отношение к нему. Эта игра выглядела не так, как все остальные, и это моментально подняло мой интерес к ней. И когда я начал в нее играть, я был очень рад увидеть, что этот стиль здесь поддерживает все, и все элементы игры работают на стиль, а это в свою очередь создает целостность. Это игра про стритрейсинг и современную уличную культуру, поэтому логично, что многие из новых машин в автопарке, даже если они уже когда-то давно в серии были, это то, что вы можете увидеть у стритрейсеров. Mitsubishi Eclipse, навехонький Nissan 400Z или просто Nissan Z, как хотите, красотка Mazda RX-8, волк в овечьей шкуре Mercedes 190E, легендарная Nissan Silvia S14 — это все чисто тюнерские движения. Конечно, без чего-то более экзотичного, вроде нового неправильного среднемоторного Corvette или Lamborghini Countach, который пусть и переодетый Aventador, но он все равно крутой, здесь не обошлось, но фокус не на них, и это круто. Вы начинаете гонки не прямо на улице, а собираясь на сходках, в карманах туннелей, на парковке лыжного курорта, в уголке промзоны, пока никто не видит. Собирается куча народу, все выставляют свои тачки, на весь подвал из колонок орет музыка, а все вокруг тусуются, общаются, а перед самым стартом вы можете заключить с кем-нибудь пари. Это вайб. Я даже больше скажу. Впервые со времен Ash Pro Street ваши соперники — это не просто абстрактные болванчики, а реальные люди со своим узнаваемым стилем и какой-никакой историей. Они не участвуют в сюжете, это просто краткая сводка информации о них, но этого уже достаточно, чтобы каждый из них имел свою личность. Вы знаете, почему вы злитесь, когда вас обгоняет белый Corvette C8. Вы знаете единственного на всю игру чувака, который заделал свой 240Z в стиле Босозоку. И вы с закрытыми глазами можете сказать, чей градиентный Porsche 911 вы задели, потому что только этому парню не нравитесь ни вы, ни этот город, ему вообще ничего не нравится. Все это работает на стиль. И поэтому же я сейчас скажу вещь, за которую любой уважающий себя фанат Most Wanted 2005 случайно переедет меня на своей BMW M3 GTR где-то раз 6, а потом погрузит в багажник и лично сдаст кроссу. Саундтрек Need for Speed Unbound не говно. По большей части. Подождите, пока кидать меня кирпичи, сейчас все объясню. И чисто для справки, я сам фанат музыки в старых Need for Speed. Я на ней вырос. Она во многом сформировала мой сегодняшний музыкальный вкус и любовь ко всем видам рока, альтернативе и научила ценить качественную электронику. Поэтому да, когда я перед релизом увидел трек-лист NFS Unbound, и из всего огромного списка я слышал только про ASAP Rocky и Ferg, Diplo и действительно слушал только Perez, а всех остальных я видел вообще впервые под заявление о том, что это будет торжество рэпа и хип-хопа, я был крайне насторожен. Хоть и я оставил некое пространство для принятия этого саундтрека, если он будет сочетаться с атмосферой и делать вождение динамичнее. И к моему большому облегчению именно это и произошло. Как игра, посвященная уже в 100-й раз современной уличной культуре, она вполне логично налегает на музыку, которая сейчас в тренде и которая больше всего соответствует этому антуражу. И пусть да, разнообразие жанров здесь, пожалуй, одно из худших в серии, немножко электроники, чего-то альтернативного и даже почти фанкового здесь все же есть, но именно что немножко. Но она делает все
все в своих силах, чтобы показать разнообразие в рамках своего основного жанра, разные направления, стили, звучания, и у нее это отлично получается. Это, пожалуй, самый многонациональный саундтрек в серии. Исполнители здесь из Франции, Индии, Германии, Аргентины, Швеции, Словении, Японии, Китая. Список очень длинный. И если слушаться, то можно заметить, как музыка одного жанра звучит по-разному чисто из-за характера языка, на котором она исполнена. Но для чего уже вообще не надо напрягать? Это для того, чтобы понять, как в основном хорошо разные направления одного и того же жанра поддерживают разные состояния игры. Занимаетесь ли вы своей машиной в гараже под более спокойную и часто мелодичную музыку? Тусуетесь ли на шумной сходке, пока на весь подвал раскатывается суб-бас и агрессивная читка, или мчитесь под 280 км в час по городским улицам, кивая головой в такт быстрому ритму и громким акцентам. Вся игра посвящается этому стилю, поэтому логично, что здесь толком нет рока и альтернативы, например. При всей моей любви к этим жанрам они сюда просто не подходят. Не под яркие граффити, рваные стикеры, цветные дымовые шашки и сборище эпатажных тюнеров в подземке. С самого момента, когда в Need for Speed впервые появился лицензированный саундтрек, он всегда старался соответствовать общей стилистике игры, и ее атмосфере, и тому, как она непосредственно играется. И именно поэтому музыка в NFS Hit звучала настолько инородно. Она соответствовала антуражу Майами со всеми этими латинскими мотивами, но она была слишком спокойной и радостной для гоночной игры. Разве что для гаража она подходила хорошо, и в ночных гонках включалось что-то более подходящее и агрессивное. В Unbound же большая часть трек-листа все же сочетается с тем, что происходит на экране. Я могу уходить в дзен, кастомизируя машину под очень музыкальную Je ne sais pas днем, или готовиться к ночной жести, слушая холодную и четкую Check the Lock, пропитываться вайбом сходки под Spaz Out или что-то от ASAP Ferg, или истерично давить на кнопку Nitro, заставляя машину ехать быстрее, пока на фоне взрывается басом Shout Like или злобно орет Hey Neighbor. Я был искренне удивлен тем, сколько на самом деле хорошей музыки я смог собрать в свой плейлист, который оказался одним из самых больших по продолжительности из всех игр серии, откуда я собирал лучшие песни, и я без иронии с удовольствием его слушаю, даже при том, что я все еще считаю, что основная жанровая принадлежность NFS Unbound это не мое, я все еще больше по року, но я хочу верить, что я стал лучше понимать современный хип-хоп и рэп, за что этой игре я скажу спасибо. Но я говорил, что музыка здесь в основном хороша. Все потому, что в трек-листе все же есть достаточное количество, ну очень уж так сказать, концептуальных песен. Таких, что уши вянут в первые же секунды, когда они начинаются. Например, когда после 30-секундного дыхания кто-то начинает очень надрывно и назойливо стонать по-японски или орать массу, будто сейчас кого-то убивают. В такие моменты прям так радуешься, что на DualSense можно одной кнопкой быстро выключить весь звук, хотя в идеале должна была быть функция переключения песен. И знаете что? Она здесь есть, но почему-то только в открытом мире, если вы отдельно сами в настройках выбрали опцию воспроизводить музыку при свободной езде все время, а не автоматический вариант, установленный по умолчанию, когда время от времени динамически появляется вполне кайфовый электронный эмбиент от Бродински вместо лицензированной музыки. Кстати, вообще весь оригинальный саундтрек в игре это действительно классная инструментальная электроника. В любых других случаях вам придется мириться с тем, на какую песню у игры выпал рандом. И здесь у меня появляются вопросы к тому, как музыка отсортирована по состояниям геймплея. Молчу про то, что в свободной езде на вас вываливают просто весь трек-лист целиком в случайном порядке, фиг с ним. Другое дело, что технически музыка поделена на ту, что играет в гараже, на сходках и в гонках, но некоторые песни пересекаются между какими-то из этих состояний или вообще между всеми тремя, и в большинстве случаев это те песни, которые так делать как раз не должны. Спокойная и легкая Turret нормально идет под кастомизацию машины, но когда она же начинает играть на стартовые линии, это вообще не мотивирует ехать быстро. По какому принципу это сортировали, мне вообще непонятно, так что я надеюсь, что с одним из обновлений кнопку переключения треков заставят работать постоянно, как она это всегда делала раньше. А вот где Unbound все же соблюдает традиции серии, это в сюжете. Он нормальный по меркам серии, местами он бывает даже хорош, опять же по меркам серии, хотя иногда и в откровенную кринжатину не стесняется скатываться. Но главное его достоинство в том, что он осознает свои масштабы и не пытается претендовать на то, чем он не является. Это простая история о семейных разборках, до этого мы дойдем, и она полностью посвящена этому. Здесь нет никаких масштабных заговоров, больших открытий, безумных поворотов или чего-то в этом роде. Максимум здесь на фоне проходят выборы мэра города, но даже здесь мы лишь наблюдатели, и этим объясняют иногда повышенное присутствие полиции на улицах. Мол, текущий мэр заботится о безопасности жителей и потому выводит больше стражей порядка, чтобы справиться со стритрейсерами, которые гоняют тут со своими двигателями и еще убьют кого-нибудь. Нас же волнует другое. В
главных ролях у нас в очередной раз безымянный, но озвученный игрок выбранного вами пола и наша подруга Жасмин. Оба сироты, которых когда-то, по видимости, приютил у себя добрый дядюшка-механик Райдел. И вот они все вместе жили, не тужили, поднимали свой гараж, пока в какой-то момент Жасмин, или Яс, как ее тут часто называют, не начало казаться, что ее заслуги здесь не ценят, и вообще Райдел больше любит нас, чем ее. И очень вовремя с ней выходит на связь ее друг Алек, который задумал, видимо, собрать себе коллекцию машин, которые он в один прекрасный день вместе со своей командой и Яс угоняет из гаража Райдела, включая развалюху со двора, которую мы вместе восстанавливали все лето и на которой уже успели начать свой путь в гоночном мире Лейкшора. Спустя 2 года на нас выходит некая Тесс, которая участвует во всей этой гоночной движухе, и с ней мы узнаем про Грант, о котором с таким энтузиазмом на сходке рассказывает Жасмин, стоя рядом с нашей машиной. Так что теперь наша цель — выиграть Грант, вернуть машину и проучить Яс. На этом в принципе-то и все. Большую часть игры мы просто медленно, но верно пилим в сторону этой цели, пока в один момент не оказывается, что Тесс, которая все делает ради денег, в каком-то смысле опрокидывает и нас, и Жасмин, заставляя нас работать вместе прямо перед самым Грандом. Ну и ожидаемо в конце мы выигрываем гонку, возвращаем машину, Яс тоже окончательно возвращается к нам, и все трое жили долго и счастливо, мир, дружба, жвачка. Да, сюжет «Звезд с неба» даже близко не хватает, он просто нормальный, не лучше и не хуже остальных частей серии. Можно даже поспорить, что он хорош тем, что он ненавязчивый. Большая часть важных моментов происходит в первые пару часов и ближе к концу, а катсцен на всю игру, которую я прошел где-то часов за 30 с мелочью, едва наберется на полчаса. Все остальное время — это диалоги в гараже и разговоры по телефону, которые при желании можно вообще игнорировать. Хотя на удивление я бы этого делать не советовал, потому что здесь часто бывают вполне интересные и даже, не побоюсь этого слова, уютные моменты. Как, например, Райдел, который с тоской вспоминает историю, что стоит за той машиной, которую мы с Яс восстанавливали. That car has a lot of history. I tried to fix it with my old man, but after he passed, it just started collecting dust. Just didn't have the heart, right? Yeah. So Yaz hadn't even been here 2 months and she was all, boss, that junker out back. You fixing it up? And I just dodged the question. Too hard to deal. But 2 weeks later, I found these plans, drawings, notes of everything she wanted to do. Restoring it. No, more than that. Rebuilding it. Car looked Like something your pops would love? So I told them that if they fixed her up, it was theirs. They became best friends that summer working on that car. Или как мы с Тесс ужасаемся того, какого монстра мы создали, заселив Райдела и его гараж в соцсети. Tess, I'm so glad I made this social account. I found this guy. He does viral video blogs called Vlogs. In this one, he's driving along the highway and he sees a sign that says roadworks ahead. And then he turns to the camera and says, yeah, I sure hope it does. Hey, maybe unplug the social meds and, I don't know, crazy idea. Run the garage for a while? You seen the squirrel on water skis? I've created a monster. Или как мы с Яс подкалываем друг друга воспоминаниями глупых случаев в закусочной. I ain't stubborn. Seriously? Remember that time at Deering's when you ordered the jumbo chili sub with all the trimmings? And? He said, girl, you won't finish all that. And your point? You ended up stuffing your face until... I threw up all over Rydell. And he said... Next time, order the salad. Easier to clean. Или как на фоне выборов мэра разворачивается драма, где один кандидат вечно выставляет себя дураком, вторая уже не знает, что еще сделать, чтобы заставить людей ее переизбрать, а политический подкаст, который иногда включается на фоне, где глумятся над обоими, оказывается создан дочерью нынешнего мэра, которая узнает об этом в прямом эфире. Диалоги здесь часто действительно написаны неплохо, и игра не единожды заставила меня хотя бы немного посмеяться. Прям по-доброму, а не в стиле «это настолько ужасно, что даже хорошо». С шутки про форсаж я почему-то вообще выпал гораздо больше, чем должен был. What do we do if it works? I don't know. Put a crew together, save the world, race home, pop a cold one, talk about family, eat barbecue, do the same thing, only different like 8-9 times. И это так круто работает по одной простой причине. На этот раз сюжет про семью, да, эта игра шутит про форсаж, и ей это, черт возьми, можно делать. Здесь не взрывают самолеты и не летают в космос. Снабжает эту самую семью достаточно богатой историей, без чего такие сюжеты обычно не особо интересны. Здесь же большинство из десятков ваших визитов в гараж, звонков с Райделом, Тесс и Жасмин сопровождаются какими-нибудь интересными мелкими деталями, которые на протяжении прохождения складываются в одну большую картину. Даже карта, которую вы откроете не одну сотню
сотню раз за это время увешана старыми фотками, наклейками, чеками из магазинов запчастей как раз того времени, когда мы восстанавливали ту машину. Вот эта деталь о многом говорит, мне кажется. Разработчикам не нужно было так запариваться, они могли сделать просто карту, но они решили и ей тоже подарить историю. Это классно. Хотя, опять же, не все здесь так хорошо. Этот негодяй Алек, например, совершенно непонятный тип. Мы ни разу его за всю игру не видим, и чего именно он хочет добиться, вообще не ясно. То он сначала хочет машины, которые он угоняет у Райдела, то он потом зачем-то хочет подтасовать Грант, то после этого он связывается с Тест, и она ему чем-то там помогает, вроде бы и с этим, а вроде и не понять с чем. Я не понимаю, что тут происходит. Да и всплывает он настолько редко, что вспоминаешь о нем только тогда, когда это делают сами персонажи, после чего тут же забываешь его заново. Или игра временами уж слишком пытается выглядеть модной и молодежной, из чего иногда получаются вот такие высокоинтеллектуальные сцены. Yeah, I was like, yo, bro. And yo, check this, bro. He was all like, if you know, bro. And you know what I said? Bro! Тарантино прям умер от зависти. Вообще не понять, откуда в сюжете всплывает Асап Роки, который тоже почему-то ввязался в стритрейсинг. Понятно, что у EA и Criterion был с ним какой-то контракт, и в какой-то заметной степени, помимо музыки, его в игру включить надо было, но это все равно выглядит странно. Особенно, когда он начинает экспромтом толкать мотивационные речи, пока мы его подкидываем куда ему нужно. Вещи чел говорит в основном хорошие, но это настолько не к месту, что у меня это вызывает смех. I want people to know that, especially about me. I have insecurities, I have obstacles, I have ambitions, and I have failures, just like everybody else, just like all of us. And best part about life is waking up to be able to accomplish it again better. Особенно я на пол улетел, когда пошли титры. Мало того, что они здесь длятся аж целых 24 минуты, это чуть ли не самые длинные титры, что я когда-либо видел в видеоигре, так еще и 18 из них на фоне болтает Рокки, говоря обо всем подряд. О своей семье, карьере, прошлом, просто мысли. Не, это прикольно, но зачем? Видимо, озвучить гудок для машины было слишком мало за эти деньги. Ну и озвучка здесь прям странная. В основном персонажи звучат нормально, иногда даже неплохо, но это не касается игрока. Что персонаж мужского, что женского пола звучат одинаково нудно и монотонно, причем в такой степени, что даже амеба могла бы быть бодрее. Актеры даже не стараются. Wasn't me. Whoa. Справедливости ради, изредка у них бывают моменты просветления, когда какие-то эмоции все же слышно. В случае с девушкой это происходит немного чаще, но это скорее исключение. Hey, I'm sorry. Okay. What for? He was looking so cute and needy, just sitting there. Who was? Rydell? Wait, did you get him a puppy? Worse, I made him a Reddit profile. What have you done? С другой стороны, я тут так в этот сюжет начал погружаться, как будто кто-то серьезно ожидал мощную историю от гоночной игры, тем более от Need for Speed. Конечно, этого не случилось бы. Хотя я каждый раз продолжаю надеяться и верить, потому что существует драйвер Сан-Франциско, гоночная игра с хорошим сюжетом без всяких скидок на жанр, и вдруг на этот раз выйдет что-то близкое. Но, увы, NFS Unbound не тот случай. Очевидно. Но я надеялся. Сюжет не та вещь, из-за которой вы будете ее проходить, но и отторжения он у вас не вызовет, что примерно на уровне большинства остальных частей серии. А вот где у игры есть откровенные проблемы, это эндгейм и мультиплеер. Во всяком случае, на момент, когда я это пишу, в марте 2023. После того, как вы выигрываете грант, вам выдают $1 000 000, вашу когда-то восстановленную Сильвию, Dodge Charger, Lambo Countach и вертолет... не, последнего, увы, нет. И дальше вам остается только находить оставшиеся собирашки, за которые вам в итоге подарят какую-нибудь машину, завершать невыполненные активности с той же наградой в конце и зарабатывать деньги ровно таким же способом, как весь прошедший игровой месяц, чтобы потом на них покупать и прокачивать новые машины, гонять на них, зарабатывая больше денег, которые потом надо тратить на новые машины, ну вы поняли. В это можно какое-то время позалипать, но недолго, ибо быстро надоест. В поисках интересного эндгейма я отправился в онлайн, но увы и там я не нашел ничего.
Ничего, кроме разочарования. И это говорю я, человек, который практически не играет в мультиплееры, а даже если я начинаю, то меня хватает ненадолго. А разочаровался я потому, что думал, что он будет чем-то похож на то, что было в NFS Heat. По сути, как сингл, только помимо вас еще другие игроки по карте ездят и могут участвовать в гонках вместе с вами, и баланс экономики там немного подкорректирован с учетом этого. Однако нет, Lakeshore Online это совершенно отдельный режим, который выглядит откровенно скудно и, честно говоря, просто сделанным наспех. Все, что здесь можно делать, это ездить по сходкам, созывая людей на плейлисты из 3 гонок каждый. В гонках может участвовать до 8 человек при 16 общих игроках на сервере, и в конце каждой гонки все получают очки в зависимости от позиций, и по этим очкам измеряется общая позиция игрока в плейлисте. Кто какое место в итоге занял, тому столько денег и выдают. На что их потом тратить и зачем, и так понятно. Только не все так просто. Во-первых, подавляющее большинство машин здесь закрыто за испытаниями, которые вам надо выполнять, но в них нет ничего особо интересного. Завершить столько-то плейлистов в машине такого-то класса или производителя, провести столько-то общего времени в слепстриме или продрифтить столько-то секунд на BMW. Каждое такое испытание открывает для покупки свою машину, и их здесь наберется как минимум 100. Во-вторых, экономика здесь, не прям сломанная, но она очень гриндовая. Максимальная выплата за плейлист, которую я видел, $22 тысячи. Может подняться примерно до 27-28 тысяч при условии, что участвуют все 8 игроков. Проблема в том, что это общий приз за все 3 гонки. А в сюжетном режиме я делаю столько же или больше денег за такое же время, даже с учетом взносов, которые там надо платить, в отличие от мульта, уже на 2-й неделе. Не говоря уже о 3-й и 4-й, где я легко могу выиграть 40 тысяч за один заезд. А в мультиплеере еще и нет прогрессии этих выплат. Они всегда одинаковые, какого бы уровня вы ни были. И это все поверх того, что самих плейлистов здесь откровенно немного, а гонки, которые в них собраны, очень часто повторяются между разными плейлистами. Я всего за 2 вечера игры уже успел поймать столько повторов, что мне хватило. Каково это играть на протяжении долгого времени, я не понимаю. Особенно, когда кроме этих плейлистов онлайн предложить не может абсолютно ничего. Здесь нет ни полиции, ни всей этой системы риска. После гонки деньги сразу перманентно зачисляются на ваш счет, и потерять вы их не можете, только потратить. Все, что вы можете делать, это кататься по городу и участвовать в плейлистах с одинаковыми гонками одного вида. И ради бога не заходите в класс S+, если у вас нет Кёнигсегг-Регера, иначе вас там просто уничтожат. И даже при такой простоте вы все равно чувствуете себя ограниченным. Например, здесь нет абсолютно никаких способов коммуникации между игроками, кроме тех, что вам предлагает платформа, на которой вы играете. Хотя раньше было хотя бы простенькое колесо чата. Размер тусовок уменьшился всего до 4 человек. Даже интерфейс сделан на отвали. Если кто-то приглашает людей на гонку, а вы в этот момент, например, пыхтите над своей машиной в гараже, то окошко приглашения перекрывает все характеристики машины, и закрыть вы его не можете, пока или не закончится время ожидания инвайта, или вы не выйдете в главное меню гаража и сами не нажмете на отказ. А если приглашения рассылают разом несколько игроков, то видно будет только одно, а остальные будут появляться после того, как закончатся предыдущие, даже при том, что они сами уже через 2-3 секунды испарятся. И баги. Меня однажды каким-то образом при начале новой гонки в плейлисте телепортировало на локацию сходки за 3 километра от трассы, и игра думала, что я одновременно и на сходке, и в гонке, так что она пыталась возвращать меня на трассу, но у нее ничего не получалось, а при попытке выйти она просто зависла на экране загрузки, так что пришлось ее перезапускать. Еще в онлайне очень распространен баг, при котором люди никак не могут кастомизировать своего персонажа после его создания, новые шмотки просто не нацепляются. Я с этим тоже столкнулся, а на форумах EA это одно из самых горячих обсуждений ветки технических проблем. И даже если отойти чисто от онлайна, в игре все равно есть к чему придраться в плане технического состояния. У меня она однажды зависла просто на пустом месте прямо во время езды в открытом мире. Зато благодаря этому я выяснил, что прогресс вылазки сохраняется регулярно, и я ничего не потерял. Здесь постоянно возникает баг, когда после гонки ваша машина внезапно оказывается визуально уничтоженной, даже если вы до этого вообще ни во что не врезались. Таких проблем с коллизией дороги, как в Heat, здесь нет, но вы можете застрять в каком-нибудь дорожном знаке или типа того, и вы ничего не сможете с этим сделать. Именно так меня один раз арестовали. В одной из катсцен у меня звук где-то на 1,5 секунды стал опережать картинку. What are you doing here? Where's Rydell? He's out? Машины, которые вы выигрываете, всегда идут с уже модифицированной внешкой, и если вы хотите ее изменить, то у всех доступных деталей будут дублированы заводские запчасти. Фоторежим просто смехотворно плохой, здесь даже элементарно наклонить камеру нельзя, благо хоть глубину резкости еще можно настроить, но я все равно не понимаю, зачем было так ухудшать функцию, которая в 3 предыдущих играх работала нормально. В общем, косяков здесь достаточно, хотя есть и прикольные, например, эта игра отдает честь легендарным качелям из GTA 4.
Справедливости ради, когда я все это вот так разом перечисляю, да, это звучит плохо, хотя на самом деле это не так. Большую часть времени игра работает нормально, но вот такие вещи достаточно выделяются из общего опыта, чтобы быть заметными. Однако в основном ровно настолько, чтобы сказать «ну блин», а потом спокойно продолжить играть дальше. Тем более, что процесс вполне приятен. Кому важны такие вещи, на PS5 игра держит почти железобетонные 60 кадров в секунду при практически нативном 4К, без всяких режимов производительности или качества. 60 FPS на консолях, кстати, серия не видела аж со времен ранней PS3. Загрузки здесь занимают всего секунд по 5 от силы, а лично я нахожу забавным, что она еще и весит меньше, чем NFS Hit, несмотря на гораздо более богатую графику и игровой мир, хотя это уже натура SSD-ориентированной архитектуры. И пока я писал все, что вы уже успели услышать, я давно успел заметить, что это с отрывом самый большой разбор гоночной игры, что я когда-либо делал. И да, отчасти это из-за того, что мне много что есть сказать об игре и, наверное, даже попытаться доказать, что Need for Speed все еще хороша и жива духом, потому что я действительно так считаю и думаю, что Unbound это, пожалуй, лучшая часть серии со времен The Run или даже Hot Pursuit 2010. Но отчасти это и потому, что я в каком-то смысле пытался отсрочить тот момент, когда мне надо писать заключение, потому что я просто не знаю, как всю эту историю закончить. Несмотря на мое мнение, в котором я твердо уверен, у меня есть противоречивые и тревожные мысли и об этой игре, и о будущем франшизы в целом. Хрень в том, что с одной стороны во мне говорит старомодный синглплеерный геймер, который рад начать игру, пройти ее, получить удовольствие, а потом со спокойной душой оставить ее до тех пор, пока не появится желание ее перепройти. И Unbound в своем текущем виде под это подходит идеально. Только кое-какие баги исправить, кроме того грузовичка, его оставьте, он веселый, и будет совсем хорошо. Но с другой стороны появляется геймер более современный, который хочет в игре задержаться на подольше, которому всякий эндгейм подавай и все эти вещи, и вот ему здесь прям плохо. Потому что на данный момент в Unbound просто как класс отсутствует контент, который заставил бы меня продолжать в нее играть после завершения. Строить в одиночной игре машины, которые мне интересны, это, конечно, прикольно, но вот проходить одни и те же гонки, чтобы это можно было себе позволить, уже не очень. Я таким образом от Hit выгорел так сильно, что я со времен своего же разбора 2 года назад до сих пор не хочу в нее возвращаться, хотя она мне понравилась. И я не хочу, чтобы Unbound постигла та же участь. Что этому современному геймеру нужно больше всего, это обновление. И я боюсь, что с ними Need for Speed может снова сильно пролететь. Да, в случае с Hit причина была в том, что эти обновления было тупо некому делать, потому что саму студию сократили и отстранили отдел. Но у Unbound такой отмазки нет. Здесь проблема в другом. Hit в свое время оказалась лучшей Need for Speed за годы, по мнению и игроков, и критиков, и это отразилось в том числе и на продажах. Мало того, что у нее был лучший старт из всех игр серии на том поколении консолей, так она еще и регулярно держалась в топах продаж на всех платформах. Да, во многом благодаря распродажам, но тем не менее. Но к моменту, когда Hit вышла, EA уже приняла решение сократить Ghost Games. На то время я думал, что причиной этого решения было то, что Ghost на протяжении всего поколения не могла выдать безусловно хорошую Need for Speed, которая при этом была бы еще и коммерчески успешной, и EA была этим разочарована. Я надеялся, что посадив Criterion за руль, дав ей сделать свою первую самостоятельную игру за 10 лет, а потом еще и купив Codemasters, как бы я не хотел, чтобы она оставалась независимой, Electronic Arts вновь по-серьезному взялась за гонки и решила усилить свое присутствие в жанре. Но теперь я начинаю терять эту надежду. Первым тревожным звоночком был момент, когда после новостей о том, что Criterion теперь главная по NFS, этих ребят быстро оторвали отдел, чтобы помочь DICE с новой Battlefield, которой в итоге оказалась 2042. Потом их вернули, но до самого последнего момента от них не было вообще ни слуху, ни духу. NFS Hit анонсировали на Gamescom за 3 месяца до релиза. Там был трейлер, затем пресс-показы, все дела. NFS Unbound анонсировали за 2 месяца до релиза, просто выкинув трейлер и предварительно обновив страницы в соцсетях, после чего каждую неделю на сайте публиковались какие-то небольшие подробности об игре, пока она в итоге не вышла 2 декабря 2022. У Hit уже было не так много времени для разогрева публики, а у Unbound не только его было меньше, но и способов достучаться до аудитории тоже. До самого релиза нам ни разу не показали сухой геймплей, все приходилось собирать по кусочкам из трейлеров. Маркетинга у игры было чуть ли не меньше, чем у Hit. Не мудрено, что стартовые продажи Unbound оказались откровенно плохими, даже с учетом того, что игра недоступна на постгене, и всего спустя 3 месяца после релиза ее уже отдают на распродажах за полцены. При этом за все это время для игры даже успело выйти одно обновление, которое оказалось просто большим хотфиксом по сути. Там слегка откорректировали баланс двух машин и исправили самые критичные проблемы стабильности. Все.
Да, они пообещали какой-то новый контент уже в марте, на что мы посмотрим, но вся эта ситуация вызывает у меня опасения. Если причиной того, что EA сделала с Ghost, было недовольство тем, как студия обращалась с серией, то пострелизная поддержка Unbound, которая пока что выглядит так же плохо, как у Hit, не создает никакого смысла. EA поручила серию с почти 30-летней историей другим разработчикам, и в интересах издателя дать этим разработчикам все ресурсы, чтобы сделать эту новую игру успешной. Тем более издателя вроде Electronic Arts, который умеет в лайв-сервисы, да и просто хорошие одиночные игры они тоже иногда умеют из себя выдавливать. На данный момент NFS Unbound находится в последней категории, несмотря на все обещания поддержки контентом. По факту уже прошло 3 месяца с релиза, а тут не то что контента не добавилось, а до сих пор даже баги вроде смены одежды в мультиплеере не исправлены. У Electronic Arts есть ресурсы на то, чтобы вкладываться в гоночные игры, иначе они бы не отсыпали больше $1 миллиарда за Codemasters. Единственное логичное объяснение, которое я здесь вижу, они видят гонки как часть EA Sports, а не как самостоятельные произведения. Но просто так взять и убить такого мастодонта индустрии, как Need for Speed, как бы тяжко ему не приходилось в последние годы, у них кишка тонка. Если верить Тому Хендерсону, то Dirt они уже закрыли, как и Project Cars, потому что они просто не верят в успех этих франшиз. Но с ними такое решение принять просто, они никогда не были так же популярны, как Need for Speed. И на фоне этого я не могу не думать о том, ждет ли такая судьба Need for Speed в обозримом будущем, потому что вся ситуация просто слишком странная. С одной стороны, Unbound явно обошлась электроникам недешево. Это и переезд франшизы от одной студии к другой, и огромное количество своих разработчиков и аутсорсеров, что над ней работали, и большая коллаба с ASAP Rocky, и самый длинный производственный процесс в истории серии, и даже возвращение машин вроде Bugatti. В интересах EA отбивать эти затраты, что можно сделать лишь одним способом – продать игру как можно большим тиражом, и в идеале поддерживать ее контентом, чтобы привлекать и удерживать в ней больше людей. Но EA не обеспечила игре нормальный маркетинг, поэтому естественно, что сейчас продажи у нее идут неважно. Продолжать вливать деньги в игру и студию издатель, судя по всему, тоже не горит желанием, поэтому уже 3 месяца игра сидит по сути ровно в том же состоянии, что и на релизе, пока аккаунт NFS в Твиттере постит странные мемы раз в 2 недели. Единственная логичная причина, что мне видится, по которой это происходит, EA не верит в успех Need for Speed, и Ghost они закрыли поэтому, а не из-за того, какие игры выпускала студия. Вы не представляете, насколько сильно я хочу ошибаться, и насколько сильно я хочу верить, что вся ситуация это просто результат неудачного тайминга. Рядом с этой игрой вышли The Callisto Protocol, High on Life, Crisis Core, которые пусть да других жанров, но это тоже AAA, и на фоне таких проектов отдавать $70 за какие-то там машинки хотят очень не все. Я очень хочу, чтобы причина была в этом, но EA не предпринимает никаких шагов, чтобы меня в этом убедить, поэтому я волнуюсь, потому что NFS Unbound это хорошая игра, это хорошая Need for Speed, и это хорошая гонка, у которой есть свое лицо, что в наши дни на вес золота. Ей нужна поддержка игроков, дайте ей шанс, она этого заслуживает. При всей моей любви к жанру и при том, насколько я считаю других фанатов гонок своими бро, когда я их вижу, обсуждение, которое Unbound вызвало до релиза, да и сейчас тоже, если уж совсем по-честному, на мой взгляд, демонстрирует худшую сторону этого комьюнити. Одни жалуются, что это в очередной раз не Most Wanted и не Underground. Вторые ноют, что в Forza Horizon машины ездят реалистичнее. Третьи уже по трейлерам начинают делать какие-то свои заключения и выводы и заранее хоронить игру, приговаривая, что и сама серия уже давно мертва. Нет, люди, не так все делается. Она не похожа на Most Wanted? Да отлично! Most Wanted уже был, дайте что-то новое. Серия всегда, ну или как минимум большую часть времени, жила по этому принципу. Каждая новая игра пробовала что-то новое, чего до этого в серии или вообще не было, или было, но настолько давно, что это было бы неплохо освежить. Need for Speed всегда разное, что демонстрирует даже золотой период Black Box. Что Underground, что Most Wanted, что Carbon, что Pro Street, все делали разные вещи и были совершенно разными играми. Симуляторный уклон в Shift? Почему нет? Жестокие битвы между гонщиками и полицией в Hot Pursuit? Да огонь! Кинематографичность и зрелищность The Run? Офигенно, дайте еще! И как бы франшиза не буксовала под управлением Ghost, она сохраняла это свое качество. Need for Speed 2015 это Underground 3, которые люди ждали больше 10 лет. Payback развлекалась идеей нескольких персонажей, выстраивая вокруг этого геймплейную структуру и сюжет, который тоже решили сделать чуть эпичнее, чем обычно. Hit принесла интересный твист в банальную концепцию смены времени суток, заставляя вас играть совершенно по-разному днем и ночью. И Unbound продолжает это продолжать, как никогда сильно акцентируя стиль и внедряя прогрессию, которая радикально
радикально отличается от всего, что было в серии когда-либо до этого, так сильно налегая на элемент риска. Need for Speed жива до тех пор, пока она продолжает экспериментировать хотя бы с чем-нибудь, и в этом плане Unbound достойна с гордостью носить свое имя. Она не пытается никому подражать, и это хорошо. И я рад, что машины здесь ездят не так, как Forza Horizon, потому что сюрприз-сюрприз, эта игра не Forza Horizon. Да, там реалистичнее, хотя когда вы во все подряд свапаете V12 и полный привод, потому что это самая эффективная тактика, в этом не остается никакого веселья. Но это потому, что у серии изначально симуляторные корни от Forza Motorsport, и это более реалистичное направление, это видение авторов этой серии. Need for Speed практически всю свою жизнь была чистокровной аркадой, где можно творить вообще любые вещи, и я рад, что серия этим пользуется, что она продолжает идти своей дорогой. Ни одна игра не идеальна, и в том числе Unbound. Но когда в наши дни люди начинают списывать игру со счетов и говорить, что она плохая, когда единственный отталкивающий элемент для них это стилизация, которая им не нравится, и чего в этом жанре уже 100 лет не было, или значок движка Frostbite, который в идеале вообще ничего значить не должен, меня это начинает злить. Сейчас жанр переживает, пожалуй, свой самый сложный период, и при всем прочем это должно быть дополнительной мотивацией подходить к новым играм с открытыми глазами и приветствовать свежие идеи, а не выпрашивать уже в миллионный раз сделать еще один Most Wanted. Да, это хорошая игра, хотя Carbon все равно лучше Change My Mind, но она уже была. Сейчас как никогда важно демонстрировать, что игры жанра еще могут предложить что-то новое и интересное, потому что они действительно могут, и в интересах фанатов эти идеи поддерживать, и сами игры награждая популярностью и давая разработчикам и издателям понять, что людям это интересно, и самим себе давая испытать что-то новое. Я сам не прочь хоть сейчас в 100-й раз пройти NFS Carbon, Pro Street или The Run, потому что я люблю эти игры, но они уже были, так что я не хочу, чтобы новая часть серии была похожа на них. Хотите ремастер старой классики? Есть моды. Новая Need for Speed должна быть новой. Unbound новая, и она очень много вещей делает правильно. Здесь приятно водить, весело рисковать, интересно копаться в гараже, просто кайфово находиться, и вы в жизни ни с чем ее не спутаете. Могла ли здесь быть более интересная полиция? Да, но она и сейчас способна поставить вас в сложную ситуацию. Мог ли здесь быть нормальный эндгейм? Да, но и сейчас игра готова предоставить вам 25-30 часов приятного времяпрепровождения. А если я действительно ошибаюсь насчет того, что я сказал раньше, то вероятно это будет в какой-то мере исправлено с обновлениями. Ее мало за что можно откровенно поругать, и некоторые из этих вещей вообще могут быть исправлены. Criterion Games сделала хорошую игру, которая показывает, что ни франшиза, которой она принадлежит, ни сам жанр еще не мертвы и могут выдать что-то новое и интересное. Самое главное — дать ей громко высказаться и продемонстрировать это всем вокруг. Спасибо за просмотр.